Ситуация вокруг войны в Иране все отчетливее демонстрирует, что кризис давно перестал быть локальным или сугубо региональным конфликтом. Он постепенно трансформируется в многоуровневое противостояние, затрагивающее интересы США, Израиля, Ирана, стран Персидского залива, Турции, Пакистана и целого ряда внешних акторов. На этом фоне особенно показательной стала информация о нарастающих разногласиях между вице-президентом США Джей Ди Венсом и премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху, которые, по данным американских источников, выходят далеко за рамки обычных дипломатических споров и отражают более глубокий стратегический раскол внутри западного лагеря. По данным Axios, Венс в последние недели фактически стал центральной фигурой американских дипломатических усилий, направленных на поиск выхода из войны с Ираном. Для него это не просто один из внешнеполитических кейсов, а, вероятно, самая значимая миссия за всю политическую карьеру. Изначально Венс относился к перспективе войны скептически, что уже тогда вызывало раздражение у сторонников силового сценария. Тем не менее, именно он провел несколько напряженных телефонных разговоров с Нетаньяху, активно контактировал с союзниками США в Персидском заливе и участвовал в непрямых каналах связи с Тегераном. В Белом доме ожидают, что в случае начала полноценного переговорного процесса именно Венс станет главным американским переговорщиком. Внутри администрации его считают более приемлемой фигурой для Ирана, чем такие представители предыдущих переговорных форматов, как Стив Уиткофф или Джаред Кушнер, которые курировали прошлые неудачные попытки диалога. Один из высокопоставленных чиновников сформулировал позицию предельно жестко. Если Иран не сможет договориться с Венсом, сделки не будет вообще. Эта фраза хорошо иллюстрирует степень напряжения и одновременно подчеркивает, насколько сузилось дипломатическое пространство для маневра. Именно здесь обнажается конфликт с Израилем. В Белом доме опасаются, что часть израильского истеблишмента рассматривает Венса как недостаточно жесткого политика и может быть заинтересована в ослаблении его позиций. Официально в Иерусалиме подобные подозрения отвергают. Однако источники сообщают о крайне резком разговоре между Венсом и Нетаньяху, в ходе которого вице-президент прямо указал на ошибочность довоенных оценок Израиля. Речь, в частности, шла о завышенных ожиданиях быстрой дестабилизации Ирана и возможной смены режима, которые в реальности не оправдались. Параллельно продолжаются попытки внешних посредников – Пакистана, Египта и Турции – запустить хотя бы предварительный переговорный процесс. Однако окончательное решение остается за Тегераном, который, по данным источников, ожидает сигнала от высшего политического и религиозного руководства. Одновременно администрация Дональда Трампа рассматривает и альтернативный сценарий – резкую военную эскалацию в случае окончательного провала дипломатии. Риторика самого Трампа в этот период носит демонстративно уверенный характер. Он подчеркивает энергетическую мощь США, заявляя, что страна добывает нефти больше, чем Саудовская Аравия и Россия вместе взятые, и в перспективе этот разрыв только увеличится. Министр энергетики Крис Райт подтверждает эти заявления, указывая, что США добывают нефти больше, чем потребляют. Лозунг «Drill, baby, drill» в данном контексте звучит не как внутренняя экономическая бравада, а как сигнал о готовности Вашингтона к длительному глобальному кризису, включая энергетическое и военное противостояние. На этом фоне заметно радикализируется политическая риторика в Турции. Сулейман Сойлу, бывший министр внутренних дел Турции, а ныне председатель Комитета парламента по внутренним делам, на мероприятии правящей партии АКР по случаю Ид-аль-Фитра заявил, что если Израиль будет действовать в отношении Турции так же, как он действует в отношении Газы, Ливана и Ирана, то Турция ценой 300-400 тысяч шахидов уничтожит еврейское государство. Эти слова прозвучали публично и были адресованы широкой аудитории, что придает им особый политический вес.
Сулейман Сойлу также заявил, что у Турции и Израиля якобы существует общая граница, и добавил, что если будет на то воля Аллаха, Израиль прекратит свое существование. В подтверждение своих слов он напомнил, что расстояние от турецкой провинции Хатай до Израиля составляет всего около 5 часов пути, фактически обозначив географическую и военную досягаемость как аргумент в своей риторике. Подобные заявления со стороны высокопоставленного представителя правящей политической среды свидетельствуют о резком огрублении публичного дискурса и росте идеологизированной конфронтационной линии в региональной политике. Со стороны Ирана риторика и действия также становятся все жестче. Министр иностранных дел Аббас Аракчи заявил, что Израиль нанес удары по крупнейшим сталелитейным предприятиям Ирана, электростанции и гражданским ядерным объектам, а также по другой инфраструктуре. По утверждению Тегерана, атака была осуществлена в координации с США и прямо противоречит продленному сроку для дипломатии. Иран заявил, что взыщет тяжелую цену за эти действия. Как сообщает Reuters, на фоне войны в Иране внутри жесткой линии все активнее звучат призывы к созданию собственного ядерного оружия и возможному выходу из ДНЯО. Это означает качественный сдвиг в иранской стратегической логике и резкое повышение ставок для всех участников конфликта. Дополнительное напряжение создают сигналы из Пакистана. В заявлении аккаунта, связанного со стратегическим форумом Пакистана, прозвучало предупреждение, что в случае нанесения вреда пакистанским дипломатам Израиль столкнется с жестким ответом. Параллельно появились сообщения о якобы попытке покушения на посла Пакистана в Тегеране, что независимо от степени подтвержденности усиливает атмосферу недоверия и эскалации. География иранских угроз тем временем расширяется. Агентство Фарс сообщило, что в список потенциальных целей включены объекты в Дамаске, включая отели Four Seasons и Sheraton, а также комплекс Республиканского дворца. По версии Тегерана, эти объекты используются американскими, израильскими и британскими военными специалистами, а потому рассматриваются как легитимные военные цели. Кроме того, КСИР угрожает ударами по объектам в Джибути, а также в Бейруте, под предлогом присутствия там американских военных. На фоне всего этого все активнее обсуждается возможность наземной операции США и Израиля против Ирана. В Тегеране утверждают, что к подобному сценарию готовились десятилетиями. The Wall Street Journal сообщает, что Вашингтон рассматривает переброску до 10 тысяч дополнительных военнослужащих на Ближний Восток для расширения спектра военных опций. В ответ Иран заявляет о мобилизации 1 миллиона человек для отражения возможного сухопутного вторжения. Особую роль в эскалации играет Ормузский пролив. Несмотря на заявление Марко Рубио о том, что пролив может быть открыт хоть завтра, при условии прекращения иранских угроз международному судоходству, КСИР фактически демонстрирует полный контроль над акваторией. После предупреждений иранских ВМС несколько контейнеровозов были вынуждены развернуться, а в Тегеране заявили, что движение любых судов, связанных с Израилем, США и их союзниками, запрещено и будет встречено жесткой реакцией. Военный фон продолжает уплотняться. Сообщается о повреждении американских самолетов-заправщиков KC-135R на базе Принца Султана в Саудовской Аравии, об ударе по патрульному самолету P-8A в Бахрейне, а также об израильском ударе по объекту в иранском Изде, связанному с извлечением урана. На британской базе Фейрфорд сосредоточена крупная группировка стратегических бомбардировщиков Б-1Б и Б-52А. Параллельно Иран демонстрирует готовность к асимметричной морской войне, включая атаки на танкеры и контейнеровозы в Ормузском проливе. Отметим, что по данным Kan News, премьер-министр Израиля Биньямин Нетаньяху планирует продлить обязательную военную службу в связи с острой нехваткой личного состава.
На фоне глобального обострения появляются и, казалось бы, второстепенные, но показательные сюжеты. Украина и Саудовская Аравия подписывают соглашение о сотрудничестве в оборонной сфере, в то время как Россия направляет гуманитарную помощь в Иран. Все это подчеркивает, что конфликт приобретает все более сложный и многослойный характер, втягивая новых участников и переплетая военные, экономические и идеологические линии разлома. В совокупности происходящее указывает на приближение крайне опасной точки. Разногласия между союзниками, радикализация политической риторики, расширение географии угроз и постепенное истощение дипломатических механизмов формируют ситуацию, в которой любое неверное решение может запустить цепную реакцию с непредсказуемыми последствиями. В этом контексте фигура Джей Ди Венса перестает быть просто персоналией и превращается в символ последнего крупного шанса на управляемый выход из кризиса. Шанса, который может быть упущен. Пишите свое мнение в комментариях и подписывайтесь на наш канал, чтобы не пропустить самые важные и актуальные новости мира и Ближнего Востока.